Привет, друзья! Сегодня показываем, как заряжать вашу Tesla. Прежде всего, что мы вам покажем, это Tesla суперчарджеры. Это места, которые Tesla сделали, чтобы быстро заряжать, когда ты куда-то едешь. Не открывается. Это места, которые вы будете пользоваться на поездке. Есть два вида суперчарджеров в Европе. Есть суперчарджеры версия 2, как этот, где мы находимся, и начинаю сейчас открывать суперчарджеры версия 3. Если вы идете сюда ближе, будет видно разницу, что вот тут пишет 2B. И также там рядом пишет 2А. Они есть по две. 2А и 2Б, они заряжают одним проводом. Это значит, что если мы заряжаем тут и рядом заряжает еще одна Tesla, мощность разделяется на двух. В эти суперчарджеры максимум 150 киловатт можно заряжать. В суперчарджере версия 3 это не так. Максимум 250 киловатт и мощность не разделяется. В каждом месте не существует А и Б, есть только 250 каждому. Тут есть два вида подключалки. Покажу сначала вам это. Это для модель S и модель X. Это нам не подходит на нашу модель 3. Нам нужна та вторая. Оставлю и доставлю. Вот это. Это, которая нам подходит. Это подключалка CCS Combo. Называется. Это европейский стандарт. Если вам тут видно, тут есть кнопочка. Будем подключать, нажимаем и открывается порт. Она сейчас начинает мигать синим, значит готовится, и сейчас будет зеленым. Вот сейчас, когда мигает зеленым, значит заряжается. Идем и покажу вам на экране, с какой скоростью заряжается. Тут мы только подключали. Как вы видите, показывает время зарядки 15% до 70%. Если ставлю больше, лимит, допустим 80, показывает 25 минут. У нас 30% сейчас заряжает примерно 800 км в час. Если делаем еще больше лимит, допустим, 100%, будет 50 минут. Почему намного больше времени? Потому что когда очень много зарядки, суперчарджер заряжает медленнее, чтобы сохранить батарею. Прошли уже пару минуток. Как вы видите, тут продолжает заряжать. Мы заряжали уже 8 киловатт-час. И это нам стоит 2,60 евро. В Испании 29 центов каждый киловатт-час. Если вы уже зарядили машину и не отключали, Tesla может вам оштрафовать за то, что вы занимаете место и не заряжаете. Тоже есть другие виды зарядки, которые рассчитаны на каждый день, не для поездки, потому что они медленнее, но тоже намного дешевле. Идем попробуем. Мы сейчас находимся в Tesla Destination Charging. Это места, которые Tesla строит для своих клиентов. Они обычно есть в торговых центрах или в отелях. Я забыл вам говорить, когда мы были в суперчарджер, что это постоянный ток, потому он так быстро заряжает. Но, как вы видите на этой картинке, если ты ставишь режим, что ты едешь на суперчарджер, машина начинает греть батарею, чтобы когда ты приедешь, была идеальная температура, чтобы быстро заряжать. В этих Tesla Destination Charger и другие, они имеют переменный ток. В них не нужно особенно греть батарею, ничего делать. Только тебе нужно держать подключалку, как в суперчарджер нажимаешь кнопку, открывается и подключаешь. Также работает. Синий, значит готовится, зеленый уже мигает, значит уже заряжается. Если вы заметили, он быстрее начинает заряжать, чем суперчарджер. Самая большая разница, как я говорил, что Tesla Destination Charger и другие, они имеют переменный ток. Если конкретно, они имеют трехфазный переменный ток. Наша машина, наша Model 3, пускает как максимум заряжать на 11 киловатт переменного тока.
В этом, поскольку это трехфазный, значит заряжает 16 ампер на трехфазный ток. Есть еще одна нюанс, что если вы заметили тут стоит красный плакат, пишет Tesla Vehicle Charging. Если вы подключаете другую машину, которая не Tesla, не будет заряжать. А там чуть дальше стоит серый плакат. В сером может стоять и подключаться и заряжать любая машина электрическая. Покажу вам на экране, как быстро это заряжает. Так мы уже подключали. Как вы видите на экране, тут заряжает намного медленнее. Как я говорил, тут заряжаем 11 киловатт. Это максимум, что Model 3 пускает. Но есть некоторые разницы. Тут можем регулировать скорость. Можем делать меньше. Она будет вот медленнее заряжать. Показывает 11 и максимум 16 ампер. Если медленнее, меньше ампер, тоже увеличивается время. Ставлю на максимум, и она сейчас заряжает на 16 ампер, 230 вольт. Значит, 230 умножить на 16 умножить на тройку, потому что это трехфазный, значит 11 киловатт. В этом случае Supercharging пишет 0, потому что Tesla Destination Charger, они бесплатные. Как вы видите на экране, время намного дольше. Это рассчитано на если ты переедешь в отель, ты остаешься надолго или идешь в кинотеатре, пока ты смотришь фильм, можешь подзаряжать машину. Намного больше времени, но они бесплатные. Если мы смотрим, сколько это значит, эти 11 киловатт, могу вам показать тут на экране, если поменяю на distance, машина говорит, что это значит 68 километров в час. За каждый час, который мы будем тут стоять, она будет заряжать 68 километров. Если делаю намного больше, скорость не будет меняться. Это пропорционально на сколько батарея она будет заряжать. Не будет заряжать значительно медленнее, когда много батарей. Если очень много, больше 95%, тогда она будет медленнее заряжать. Но не будет такая большая разница, как в суперчарджерах. Поставлю обратно на Energy, как мне нравится смотреть. Тут нам показывает 11 киловатт и сколько мы заряжали уже. В этом случае, за пару минут мы тут находимся, заряжали 1 киловатт-час. Это, как я говорил, есть только в отелях и в некоторых местах. Например, тут в нашем городе есть 3 местах, в 2 отелях и в этом торговом центре. Но тоже есть другие способы. Мы теперь в Porsche Destination Charging. Как хорошо они придумали название. Тут есть подключалка, такая же, как вы видели на Tesla Destination Charger. И очень похожа на которую я вам говорил для Model S в Supercharger. Если вы замечаете, тут все кругленькие, а в Destination Charger для Model S и X там другая форма. Это специально, чтобы ты не мог подключаться туда. Это Porsche, значит тут нет кнопки Tesla. Чтобы открыть, можем делать на экране или в приложении, или можем просто тут трогать и открывается. Подключим и как всегда мигает синим и теперь зеленым, значит заряжается. Давай идем на экране. Тут тоже заряжает на 11 киловатт-час, значит 230 вольт, 16 ампер, трехфазный. Поскольку нет кнопки, мы не можем просто отключать зарядку. Чтобы отключать, нужно нажать тут на Unlock. Нажимаю, пишет Charging Stop. И сейчас уже можем отключать. Если идем сюда, увидите, что теперь оно белое, значит можем просто отключать. И сейчас само закроется. Повешу обратно. Тут где было. И покажем вам другое место. Это обычная розетка. Если у вас дом и у вас нет специальных приборов, чаще всего вы будете заряжать на обычной розетке. Для этого нам нужно Tesla Mobile Connector. Когда ты покупаешь машину, Tesla тебе дает 2 провода.
Tesla Type 2, Menekes, как вы видели, такая кругленькая. И это шумашка Tesla. В ней есть Mobile коннектор. Вот Tesla Mobile коннектор, который подключен на машину, как всегда. Тут есть кнопка. И есть этот переходник для обычной машины, для обычной розетки. Подключу это сюда, это подключу на розетку. Она включается зеленым, значит энергия есть. И мы, как всегда, берем, нажимаем нашу кнопку и заряжается. В этих обычных розетках мы обычно будем заряжать 10, 12, 13 ампер, как максимум 16. Есть тоже другие варианты. Идем посмотрим. Есть еще такой вид подключалки, это CTAC или IEC. Это обычно в заводах или в портах вы можете найти такую. Для того нам понадобится еще раз Tesla Mobile коннектор. Давай ее откроем. Но теперь не нужна будет вот эта подключалка, а другая. Нам понадобится вот это. Это IEC 32 ампер. Подключу ее на Tesla Mobile коннектор. Но в этом случае там есть IEC 16 ампер, для чего нам нужна подключалка. Переходник, еще один. Этот мы купили. Также мы купили этот проводочек, продает Tesla, стоит 50 евро. Также мы купили этот. Этот вы можете сами делать за 10 евро вообще. Подключим переходник. И у нас вот IEC 16 ампер готов. Идем к зарядке. Просто ее подключим. И идем в машине, как в прошлый раз. Просто нажимаем и подключим. В этих зарядках вы можете, как я говорил, через подключалку 16 ампер. А если вы найдете этот IEC 32 ампер, можете заряжать на 32 ампер. Это в принципе все, но есть еще один способ, который вы будете находить в городах, для чего Tesla тебе дает, и еще один провод. Покажем вам последний вариант. Так, есть еще последний вид. Это какой-то микс из предыдущих. Может быть, как в этом супермаркете, или вы найдете по городу подключалки, как вот это, которые могут быть бесплатные или нет. В этом случае это бесплатная. Бывает, там нужно зарегистрироваться в каком-то приложении, просить карточку, это уже в каждом месте как будет. В этом конкретном случае ничего не нужно. Тут есть такая подключалка. Type 2 Menekes, такая, как мы вам показали. Для этих случаев Tesla тебе дает провод. Когда ты покупаешь машину, сейчас, не знаю, как будет дальше, они тебе дают Tesla Mobile коннектор, который вы уже видели. И этот провод Type 2. Вот такой. Только нужно подключать сюда. Как я говорил, в этом случае не нужно зарегистрироваться, не нужно разблокировать приложение, ничего. Конечно же, провод всегда закручивается сам собой. Откроем порт. Тут нету кнопки тоже, так что нужно нажать и просто подключать. Как всегда, будет мигать зеленым, когда заряжается. Идем на экране и расскажу вам последнее об этом. С этим проводом Type 2 или Menekes можно заряжать на максимум, что машина пускает, то есть 11 киловатт. В этом месте, где мы сейчас находимся, у них лимитировано на 16 ампер, как вы видите на экране. Значит, 16 ампер умножить на 216-220 вольт напряжение, примерно 3,5-4 киловатт она будет заряжать.
Вот 3,4, если это перевести в километрах, значит примерно 20 километров в час. За каждый час мы заряжаем энергию на примерно 20 километров. Важно, что мы сейчас заряжаем на 16 ампер. Как я говорил, можно тут регулировать. Если делаем меньше ампер, конечно же, напряжение поднимается. Или наоборот, если делаем больше ампер, спускается напряжение. Напряжение может спускаться настолько, что машина не захочет заряжаться там и будет показывать ошибку на экране и не зарядится. Это, как всегда, чтобы сохранить батарею. Привет, это Антонио из будущего. Мы тут эдитируем видео и заметили, что какие-то вещи нужно уточнять. Вот, во-первых, не только существуют Tesla суперчарджеры, есть тоже Ionity и куча других быстрых зарядок, которые заряжают где-то из 50 киловатт до 350 киловатт. Они платные, как Tesla суперчарджер, только нужно переехать и платить и заряжать, как нормально, как обычная заправка. Суперчарджеры Tesla ты не платишь на месте, ты платишь через приложение. То есть ты приехал, подключил, зарядил и поехал, и потом с счета снимают. Tesla суперчарджеры, Ionity и другие, которые постоянный ток, они не очень хорошо для жизни батареи, так что лучше не пользоваться на каждый день, лучше пользоваться переменный ток, чтобы заряжать каждый день. И ставить это только на поездку. В отличие от других машин, Tesla Model 3S и X есть активная система охлаждения батареи. Так что это не так плохо, как в других, но все-таки лучше пользоваться только для поездок. Еще в Tesla Universal Mobile Connector Reset 2 есть лимит, который сейчас тебе дают, когда покупаешь машину. Он может заряжать только однофазный ток до 32 ампер. Ты, конечно, можешь подключаться на трехфазный с переходником, но будет однофазный. Просто теряешь две фазы и все. Есть другие устройства продают, чтобы ты мог заряжать трехфазный, если ты найдешь где-то там, но это нужно купить отдельно. В любом случае, переменный ток ты не можешь заряжать больше, чем 16 ампер трехфазный. Только в старых Model S, старые, которые черная морда называется, они могут заряжать до 32 ампер трехфазный, если ты купил эту опцию. Сейчас уже нет такого, есть 16 ампер и можешь платить отдельно, чтобы было 24. Но нету больше 32 ампер трехфазного переменного тока. Про время зарядки мы расскажем в другом видео, но чтобы вы рассчитывали примерно сколько будет, в нашей машине есть 80 киловатт-час батарея. Если ты заряжаешь на 10 киловатт, будет 80 разделить на 10, 8 часов до полной зарядки. Я считаю, что, например, если заряжать дома, за каждые 10% батареи занимает 3,5 часа примерно. Так что это все, продолжим с видео. Расскажу вам, что у нас случилось один раз. Есть другие места, как я говорил, где нужно разблокировать. Есть такой, ты просто показываешь на машинке и она разблокируется. Вот у нас недавно было, что мы пикали, машина разблокировалась, подключали наш провод, этот синий, машина показывала ошибку, мне не нравится тут напряжение, не буду заряжаться, машина заблокировала провод и мы не могли отключать. Мы нажали тут на экране отключать провод с нашей машины. Могли отключать, но не с места зарядки. Вначале думали позвонить, никто не брал трубку, и после миллион лет мы нашли работника, который пришел, перезагрузил место зарядки, и мы могли доставать свой провод. Но мы читали отзывы, что в других местах не нашли никого, и пришлось оставить этот провод там и потерять. Этот провод, чтобы вы знали, стоит примерно 150-200 евро. Вы хорошо смотрите, где можно заряжать, пользуйтесь интернетом, чтобы знать, где хорошо работает, а где нет. В том месте, который у нас были проблемы, мы больше не будем пробовать заряжаться, на случай, что не сможем отключать. Только там, где мы видим в интернете, что все нормально. И последняя вещь, но не меньше важная, если вам не нужно заряжать или у вас вообще не электрическая машина, старайтесь обратить внимание, чтобы не занимать место, и помните, что то, что вы не заряжаетесь, может быть большая проблема для другого. Пока что это все. Расскажем больше подробностей о том, как сохранить батарею, как лучше всего заряжать в другом видео. Пока!
Если вам понравилось это видео, оставлю вот тут другое, которое может быть вам тоже интересно. И не забывайте подписаться и нажать на лайк вот тут.